Мы продолжаем посещать интересные места и достопримечательности в Харькове. И сегодня побываем на Тюринском озере. Это озеро находится в историческом районе Харькова под названием Тюринка, расположенный в восточной части Харькова на Салтовке. Застройка района по большей части представляет собой частный сектор. И вот посреди этого частного сектора расположен небольшой уголок природы Тюринское озеро или Тюринский пруд. Про сам район Тюринка мы поговорим и прогуляемся по нему как-нибудь в следующий раз. Но кое-что вы сегодня все-таки узнаете. Итак, идем к озеру. В XIX веке эта территория была усадьбой или дачей землевладельца Тюрина. А где же была эта усадьба Тюрина? На плане 1876 года не совсем четко видно. А вот на плане 1895 года уже четче. Также на карте 1895 года можно увидеть, что здесь был кирпичный завод. Усадьба или дача Тюрина до наших дней не сохранилась. Можно только гадать, где она была. Вероятнее, она была наверху, как раз над источником, который тут есть. А к усадьбе вела эта лестница. Хотя сами тюринские рассказывают, что лестница к пруду, как ни странно, к Тюрину не имеет отношения. Построена она после войны. Ну а лестница с годами развалилась и сейчас представляет жалкое зрелище. По воспоминаниям харьковчан, Тюринское озеро было одним из любимых мест отдыха, по крайней мере, жителей Салтовского района, когда Журавлевский гидропарк еще не был построен. По рассказам, в 60-80-х годах здесь даже играл оркестр. Посреди озера стояла вышка для прыжков в воду. И вообще это была база водных видов спорта завода «Серп и молот». В 20 веке здесь проводились соревнования по прыжкам в воду. Сам пруд был обсажен огромными великолепными ивами, часть которых срубили якобы праведники из соседствующей рядом сектантской общины. Наверное, чтобы деревья не затеняли их здания для собраний. Ивы и сейчас здесь растут, но в гораздо меньшем количестве. В 50-е и 70-е в Харькове была присказка: можно зайти на Тюринку и остаться в пруду. Озеро ежегодно чистили, а территория вокруг была зеленая и ухоженная.
Сейчас мы видим собственными глазами, что водоем очень грязный, абсолютно неухоженная территория вокруг озера. В такой среде, как видим, отдыхает подрастающее поколение, гуляют родители с маленькими детьми и жители района. Тем не менее, здесь собираются любители рыбалки, а в летний сезон даже купаются местные. В связи с абсолютной неприспособленностью этого места к летнему досугу, к сожалению, здесь периодически случались несчастные случаи. Местные жители несколько раз пытались чистить озеро. Последний раз уборка была летом 2022 года. В мае 2021 на сайте Харьковского горсовета была создана петиция о реконструкции территории вокруг озера и минерального источника. Но петиция так и не была услышана. Вода в Тюринском озере никогда не застаивается, так как подпитывается из минерального родника, а лишняя вода стекает через специальный шлюз в реку Харьков. Источник воды, что выше пруда, считался минеральным в городе. Выпускалось два вида минеральной воды в бутылках. Минеральная Харьковская-1 завода рядом с Саржиным Яром и Харьковская-2 завода рядом с источником на Тюринке. Здесь на источнике можно набрать воду самостоятельно, а также приобрести газированную или фильтрованную воду. С 1980-х годов и до наших дней вода в источнике не соответствует санитарным нормам. Над источником установлена скульптура «Орел». В 80-х годах в его гору устроили бак, так, чтобы родник наполнял бак, а потом вода выливалась из труб. Так решили обеззараживать воду хлором, так как грунтовые воды текут из-под 3 кладбищ. Но народ перестал брать воду из-под Орла и обустроил родники рядом. Хотя мы видим, что воду из-под Орла все-таки набирают.
В настоящее время территория вокруг озера, да и само озеро находятся в плачевном состоянии и являются такой себе депрессивной точкой Харькова.